Восстановлению сегодня будут подлежать в первую очередь выхлопные коллектора, которые приняли на себя основной удар, а также мною было принято решение доработать выхлоп и установить на него спортивные катализаторы. Насколько ужасно и плохо мы сварили данную выхлопную систему и кто вообще варит выхлопную систему без продувки аргона. Почему мы не сварили полностью двойную выхлопную систему? Даже можно было бы сделать с H-образным пересечением или с X-образным пересечением. Кстати, про банки STI Genome. На фотографии отчетливо виден рестриктор, который очень сильно сужает пропускную способность банки. Все сгнило и проржавело. Что ж, друзья, пришло время перейти к новому этапу восстановления моего Subaru после неудачного трек-дня, на котором мне пришлось совершить небольшой раллийный прыжок, вследствие чего пострадали диски, выхлопная система, передняя сплиттер-губа, ну и еще несколько деталей моего автомобиля. И теперь мы находимся в ателье по доработке выхлопных систем OR Fabrication. Те, кто следят за моим каналом, знают, что именно здесь я строил свою выхлопную систему, и теперь пришло время ее здесь восстановить и даже немножко еще доработать. Восстановлению сегодня будут подлежать в первую очередь выхлопные коллектора, которые приняли на себя основной удар. Также восстановлению будет подлежать центральный резонатор, который лопнул, видимо, от соприкосновения с карданным валом во время приземления. А также мною было принято решение доработать выхлоп и установить на него спортивные катализаторы, для того, чтобы машина соответствовала своему заводскому стандарту Евро 4 и годовой техосмотр проходила без каких-либо проблем. Мастер, который занимается моей выхлопной системой, порекомендовал мне привезти и установить спортивные катализаторы немецкой фирмы AGS. По его словам, это один из самых качественных продуктов сегодня на рынке. И с этими катализаторами мощностные потери должны будут составить буквально считанные проценты, и при этом машина должна будет соответствовать стандарту Евро 4. Ну и напоследок я решил установить дополнительные резонаторы в выхлопную систему, для того, чтобы убрать немножко неприятный гул, который у меня появился при езде по трассе при скорости, скажем, 110-120 км в час и 3000 оборотах. Я о нем рассказывал в том самом выпуске о доработке выхлопной системы, об одной из последних доработок выхлопной системы. Так что эту проблему будем решать установкой дополнительных резонаторов в выхлопную систему. Я надеюсь, что теперь уши мои будут намного приятнее воспринимать все звуки, которые будут издавать выхлопная система при обычной спокойной езде по трассе. Но я думаю, что довольно уже слов, ребята. Давайте смотреть, как проходит процесс. Поехали!
Друзья, что-то я совсем поскупился на информацию по данным катализаторам, а катализаторы ведь действительно крутые. Как я упоминал ранее, речь идет о немецкой фирме AGS. Данная фирма предлагает довольно-таки большое количество различных спортивных катализаторов, и модель, которую я выбрал, относится к одной из начальных серий спортивных катализаторов. Каждый такой катализатор имеет 200 ячеек, рассчитан до 250 лошадиных сил, и при этом такой катализатор отвечает стандартам по выбросам Евро 5 и Евро 6. Забегая немножечко наперед, данные катализаторы без проблем проходят ежегодичный техосмотр, во время которого происходит проверка на выбросы и загрязняемость воздуха. Так вот, если за несколько дней до данной проверки залить какую-нибудь присадку для топлива по типу BG, К-44, Политрон, ну там Ликвимоли и так далее, то эти катализаторы проходят тест по выбросам с большим-большим запасом. А вот теперь можно возвращаться к продолжению постройки выхлопной системы. Подняли машину, заценить выхлоп. Он мне, видишь, все я обмотал. Сказал, некоторые трубки он мне переварил. А это здесь для чего ты сделал? Это он мне сделал, у меня аж стоял раньше дополнительный лямбда. Лямбда этот, я сказал, что не надо, он его просто пока что заткнул, да, поставил заглушку. Тут тоже все переделал, тоже на V-бандах. Выглядит романтично, блин. Здесь на скобах все сделано. Да, все на V-бандах. Сделал интересно. Все по-новому. Вся вот эта передняя часть полностью по-новому сделана. Видишь, спортивные вот эти катализаторы AGS. Так, друзья, сразу хотелось бы ответить на комментарий, который я более чем уверен, что обнаружу под этим видео. И в этом комментарии будет описываться то, насколько ужасно и плохо мы сварили данную выхлопную систему и кто вообще варит выхлопную систему без продувки аргона. О том, что такое продувка аргона во время сварки, ну или поддув аргона во время сварки нержавейки, об этом вы можете спокойно почитать различные статьи в интернете. Ну а этим самым комментаторам я хотел бы ответить так, как мне ответил мастер. И ответил он мне следующее. К примеру, раннер в моем коллекторе, который он восстанавливал и переваривал, он варил как раз таки с продувкой аргона, потому что это очень термонагруженная деталь выхлопа. И даже для себя, когда он для своих машин варил выхлопы, он варил с продувкой лишь самые термонагруженные детали выхлопа. К примеру, выхлопные коллектора, аппайпы для турбин и так далее. Никогда даже для себя
он не варил полностью от А до Я весь выхлоп с продувкой аргона. Более того, он мне сказал, что тот, кто утверждает, что вот весь выхлоп от А до Я он варит с продувкой аргона, ну или это какой-то прям очень редкий перфекционист, каких, наверное, 1 на миллион, или просто-напросто он пи***л. И теперь хотелось бы перейти еще к одному вопросу, который, я более чем уверен, будет всплывать в комментариях. Почему мы не сварили полностью двойную выхлопную систему от начала до конца? И да, можно было сделать полностью двойной выхлоп, то есть по одной трубе от головки блока цилиндров до самого конца. Даже несмотря на то, что кузов Legacy BLBP, он довольно-таки узкий и место там для двойной трубы, ну, очень уж ограничено, но это возможно. Даже можно было бы сделать с H-образным пересечением или с X-образным пересечением. Все это возможно, но задачи варить такой идеальный выхлоп у меня не было. А задача у нас была уложиться, во-первых, в определенный бюджет, что подразумевало под собой восстановление тех частей выхлопа, которые подлежали восстановлению, и полное обновление тех частей выхлопа, которые по восстановлению не подлежали. Получилось так, что задняя часть выхлопной системы во время прыжка на треке пострадала меньше всего. По большому счету, там лопнул вот этот вот центральный кастомный резонатор, и восстановить его получалось гораздо дешевле, чем варить заново новую заднюю часть с двойными трубами. Напротив же передняя часть, которая пострадала гораздо сильнее, ее восстанавливать уже не было смысла, потому что и так мы собирались в систему добавить много новых элементов, такие как катализаторы, новые резонаторы для борьбы с так называемым гулом, ну или дроном. И поэтому было принято решение, что в переднюю часть выхлопа мы вливаем основной бюджет, а заднюю часть выхлопа мы спасаем, то есть восстанавливаем. Да, я понимаю, что это не самая идеальная конфигурация, что в идеале, конечно же, лучше всего сделать 2 трубы от начала до конца, но по моему опыту основная прибавка и основной эффект от выхлопной системы, он как раз таки в этой передней части. И то, что уже в задней части вот эти вот 2 трубы 63-миллиметровые соединяются в одну 63-миллиметровую трубу, это уже не так уж и сильно влияет на мощностные показатели. Я вам скажу даже более того, что после того, как мы установили данную выхлопную систему, я получил от моего тюнера с Австралии новую прошивку, в которой он смог побороть определенные ограничения в заводских мозгах машины. И мы получили, несмотря на установленные катализаторы, гораздо более высокую пропускную способность по количеству воздуха в секунду. Я вам сейчас продемонстрирую 2 сравнительных лога. Один лог был записан еще на старом выхлопе, то есть без катализаторов и на старой прошивке, а второй лог уже был записан с новой прошивкой на новом выхлопе. Так вот, в старом логе вы можете увидеть, что расход воздуха у двигателя составлял 300 грамм в секунду. При давлении наддува 0,7 бар. На новом выхлопе с новой прошивкой, несмотря на спортивные катализаторы, мы добились расхода воздуха в 380 с плюсом граммов в секунду. При таком же давлении наддува. Это серьезно. Это круто. В теории, я так понимаю, что, возможно, у меня даже добавились лошадиные силы. Интересно. На стенд я еще не заезжал. Честно, вот вообще нету времени ни на стенд, да и ни до стенда было, скажем так. Теперь хотелось бы коротко пробежаться по дополнительным резонаторам, которые мы варили в переднюю часть выхлопной системы. Если кто-то не понял, для чего они были варены, то я вас прошу перейти по подсказке здесь видео сверху и посмотреть видео, в котором мы как раз таки тюнинговали заднюю выхлопную систему, дорабатывали ее и варили. После этой доработки вкупе с банками, задними банками STI Genome довольно-таки сильно увеличился гул, ну или так называемый дрон в диапазоне оборотов двигателя 2500-3000. Так вот, тот самый гул, ну или так называемый дрон, присутствовал даже еще и на заводской выхлопной системе, но он был абсолютно минимальный и сильно ушам не мешал. А
основным, скажем, виновником данного гула являлись как раз-таки задние банки STI Genome. После того, как мы переварили заднюю выхлопную систему, установили, с одной стороны, кастомный резонатор, но вот этот вот резонатор, к сожалению, данный гул от банок подавлял не так хорошо, как заводской резонатор. Ну и в итоге мы получили так называемый дрон в том самом диапазоне оборотов, о котором я упоминал ранее. И ездить так было неприятно. С другой стороны, конечно же, на высоких оборотах звук выхлопа был просто бомбический, но на повседнев ездить так было невозможно. В том самом видео я вам уже говорил о 3 основных решениях данной проблемы. Первое – это установка более нормальных задних банок, более тихих, ну или таких банок, которые не создают данный дрон. Но если вы хотите сохранить свои задние банки, потому что вам нравится их внешний вид, вам нравится их звучание на высоких оборотах, то тогда вам придется прибегнуть к другим решениям. Есть очень эффективное решение, которое называется резонатор системы Гельмгольца, который можно варить вместо обычного резонатора. Ну и последнее решение, оно, с одной стороны, чуть менее эффективное, с другой стороны, оно чуть более дешевое. Это просто-напросто варить в систему дополнительные обычные резонаторы, которые сами по себе немножко дешевле, чем резонаторы системы Гельмгольца, и таким образом снизить гул к минимуму. И именно это решение в конце было выбрано мною, так как, опять же, бюджет. Варить вот эти вот 2 резонатора получалось гораздо дешевле, чем переваривать полностью центральный резонатор и делать его по системе Гельмгольца. И что же у нас получилось по звучанию? Это прежде всего то, что тот самый гул, который терроризировал мои уши в диапазоне от 2,5 до 3000 оборотов, практически снизился до того минимума, при котором он не мешает при повседневной езде. То есть ездить теперь на машине повседневно в этом диапазоне оборотов можно без проблем, хотя да, он еще немножко присутствует. В принципе, он присутствует почти так же, как он и присутствовал с этими банками STI Genome на заводском выхлопе. То есть не сильнее. Да и вообще выхлоп, в принципе, я бы не сказал, что он стал сильно тихим, но он реально не намного громче, чем заводской выхлоп вкупе вот с вот этими вот задними банками STI Genome. Кстати, про банки STI Genome. Тут сама по себе отдельная история. Значит, во время того, как мы переваривали и восстанавливали выхлоп, я получаю сообщение от одного из пользователей сайта Drive 2. И, значит, по памяти я вам примерно сейчас расскажу, что он мне написал. Точно не помню, так что не в слово, но суть была такая. Он говорит: слушай, Стас, ты же тоже гоняешь с банками, с выхлопными банками STI Genome, да? Я говорю: ну да. Он говорит: слушай, тут такая тема интересная. Вот мы, там кто-то недавно разбирал эти банки. И, как оказалось, в этих банках установлен рестриктор. Ну, рестриктор, по сути, это, те, кто не знает, это, можно сказать, сужение выхлопной трубы. И, как я понял, по его словам, рестриктор довольно-таки серьезный. То есть, если я думал, что там банки STI Genome, у них там внутренний диаметр около 50 мм, то этот рестриктор ограничивал эти 50 мм там чуть ли не до 30 с чем-то. Я уже точно не помню, не ловите на слово. Ну, в общем, он говорит: слушай, там есть рестриктор, то есть получается, что выхлоп затычный, то есть банки затыкают выхлоп, и они не продуваются на свои 50 миллиметров. Пишу мастеру, говорю: послушай, тут вот ребята утверждают, что, значит, в этих банках установлен рестриктор, который довольно-таки сильно ограничивает пропускную способность. Проверь это, пожалуйста, распили банку, посмотри, есть ли там рестриктор, ну и заодно вообще посмотри на состояние, на внутреннее состояние этих геномов. Получаю я сообщение от мастера. На WhatsApp он мне присылает фотографию. На фотографии отчетливо виден рестриктор, который очень сильно сужает пропускную способность банки. Возможно, это сделано для того, чтобы получить определенный звук, я не знаю точно, но, в общем, рестриктор есть. Это раз. Во-вторых, он мне снимает на видео состояние
внутреннее состояние вот этих банок. Короче, там внутри они все сделали из стали. Все сгнило и проржавело. Це, мабуть. Выбор у меня был такой. Или просто уже выбросить эти банки и заказать что-то новое. К примеру, Blitz Nurspec. Но на тот момент я решил дать им последний шанс, этим банкам. В общем, дал я наставление мастеру восстановить эти банки в последний раз. Рестриктор он удалил. Всю внутрянку полностью заменил на новые составляющие. Ну и до следующего раза, когда они уже сгниют окончательно, больше я их восстанавливать не буду и обещаю, что поставлю другие выхлопные задние банки. Blitz Nurspec, пацаны. Ну что ж, если подвести итоги, я доволен нынешней выхлопной системой. Да, это не идеальная выхлопная система, но она хорошая. У нее хороший звук, у нее хорошая пропускная способность, и ездить я на ней, надеюсь, еще долго и счастливо. Так, кстати, чуть было не забыл упомянуть, в какой ценник вышла вся эта работа. Значит, катализаторы HJS пара мне обошлась в $1000, и еще примерно в $1000 обошлась мне работа мастера. То есть, в общем, около $2000. Итак, с выхлопной системой мы разобрались. Ну а в следующем видео мы будем восстанавливать и дорабатывать переднюю подвеску. Будем менять стальные рычаги на алюминиевые, заводские сайлентблоки на усиленные от австралийской фирмы White Line с возможностью дополнительных регулировок. Но чтобы не пропустить новый выпуск, во-первых, обязательно подпишитесь, если вы до сих пор не подписались. Включите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Обязательно ставьте ваши лайки, если видео вам нравится. Пишите ваши комментарии. Я буду, как всегда, очень рад пообщаться с вами в комментариях. Ну а с вами был, как всегда, я, Стас. Вы смотрели канал Legacy Driver. Я желаю вам добра, удачи и мира. Увидимся в следующем видео. Пока.